Всем привет, кто смотрит меня на канале. Поступил очередной пациент на ремонт. Попросили люди сделать вот такого вот японца. Усилитель Yamaha CA-V1. Вот. Это усилитель стерео. Потом попозже я его сейчас вскрою. Только принес с улицы, он пускай нагреется немножко. Так уже по-быстрому подключил выхода. На тесте будут колонки Amfiton 150. Выходная мощность по документам его на 200 с лишним ватт будет на канал. Хотя, японец довольно-таки старый. Там потом, сейчас не буду уже трогать его, переворачивать, ворочать. Пусть постоит, потом вскрою, там все равно его буду ворочать и уже в процессе покажу. Сзади там есть шильда, все его характеристики. В общем, все подробно покажу, расскажу. Жду минут 10-15 и буду вскрывать и покажу, что там внутри. Весит он, да, немножко, не сильно тяжелый. Не такой уж прям увесистый, объемный, большой. Дерзкий, броский, так панель, вот эта вся лицевая у него такая черная, с вот этими стрелочными индикаторами. Очень так выглядит серьезно. Но посмотрим его внутри. В общем, жду 10-15 минут и включаюсь повторно. В общем, подождал я. Открутил болтики все по бокам. Снизу открутил, так скинул крышку эту. Осталось снять верхнюю крышку, в общем. Смотрим на это чудо-юдо. В общем, вид сверху меня не впечатлил. Столько свободного места. Просто я не ожидал такого. Вот, у меня рука ложится спокойно тут. Вот. Место еще. Уйма. Просто для представления. Вот. Все это вот. Щель вот. Какая тут все свободно. Очень даже свободно. Я просто не ожидал, что будет все так мелко. Но в итоге проблема в нем какая? То есть он не включается, не работает. Так сказал владелец. Постепенно эта проблема начала себя проявлять. То бишь, как она работала? В штатном режиме все нормально играет, потом выключается, защиту выбивает. То есть защита тут какая представлена? Вот ролешка. Вот эта ролешка отщелкивает, и нет звука. Потом с каждым разом все хуже и хуже и хуже и хуже. В итоге он все включается, звука нету. Я его включил, ролешка не отщелкивает. Но подергавший плату, походивший так взглядом по дорожкам, все это по самим деталям, я не вижу никакой причины менять тут замены какого-нибудь конденсаторов или что-то в этом духе. Предохранители все целое, по питанию все приходит. Вот. То есть, когда дергаешь плату, а именно в районе блока питания, в районе самого блока питания, вот этих двух конденсаторов, они большие, тут массивные такие, по 4700, по-моему. Сколько? 40 вольт, 4700 микрофарад. Две банки, по банке на каждый канал. Короче, дергаешь их, слышно, как включается ролешка, есть легкий такой шум в колонках, то есть уже появляются признаки жизни есть. Немножко так бегло расскажу про него. Выходной каскад.
вот 2 транзистора и вот 2 транзистора. Это выходной весь каскад. Вот это вот планка, это и есть радиатор. То есть как АБ класс. Идет усилитель, питающий трансформатор, блок питания. Вот это вот вся часть. Вот это вот. И там немножко под регуляторами верхних низких частот тоже там часть блока питания, защита по звуку, по перегрузке. Вот это провода, я не знаю, что за такие, куда они шли. Тут 2. Ну, догадываюсь, что, скорее всего, может быть, не знаю, как там в оригинале, на подсветку индикации стрелочной. Скорее всего, там были какие-то светодиоды, может быть. Ну, просто я фонариком так посветил туда. Идет подсветка вот снизу, так вот. Рамка это загорается под рамкой. И, то есть, в темноте будет видно очень красиво так, если сделать индикацию. В общем, что с ним сейчас предстоит сделать? Сейчас я его ложу на бок и буду бегло смотреть там по дорожкам, что вообще там такое творится. Потому что шатаешь плату, то есть звук, то нет. И слышно, как щелкает ролешка. В общем, по нижней части видно, что его паяли. Когда-то был он в ремонте. Качество пайки не акти. Пережженные есть места. По крайней мере, вот это место у меня вызывает подозрение. И вот это. Это как раз таки реле. Вот это вот, скорее всего, будет на питание. А вот это вот будет. Дорожка пошла. Ну, что-то по звуку, короче, выходное. Скорее всего, какой-то выход будет. Либо что-то в этом духе. И, скорее всего, вот эти места нужно будет счистить этот старый припой. Канифоль, вот это все, нагар, вот этот вот весь счистить. Ну, вот это место тоже под подозрением. Транзисторы тоже тут менялись. По крайней мере, парочка из них точно менялась. Да и эти тоже менялись. Тут есть место, где где-то были чьи-то ручонки. В общем, кто-то его уже ремонтировал. А ремонтируют его в основном из-за того, что тут нет защиты. То есть от короткого замыкания. Здесь в нем защиты нет никакой. Ну, то есть закоротишь провода на колонку, допустим, где-то случайно вдруг. Все, вылетают эти 2 братца. За собой тянут предварительный усилитель. Но, вот, кстати, я не посмотрел, были они под замену или же нет. Так. Один точно менялся. Да, один менялся. Да, один менялся уже. Ну, я не буду лазить и показывать там номинал их. Что тут стоит. Мне как бы это пока что не важно. Мне нужно добиться его включения. Хотя бы просто, чтобы он включился, понять, что, в общем, произошло. Сейчас я включу, подам сигнал какой-нибудь и посмотрим. Я так подергал, вроде что-то появляется, что-то будет. В общем, сейчас включу и покажу. Так, в общем, включаю. Ролешка отщелкнула. Вот что-то подергал, постучал, поляпал, покрутил. В итоге он начал включать. Нужно будет разбираться дальше. Вот, ну, я уже предварительно так понял, но пропай родной еще. Здесь все пропаяно по конденсаторам, но когда берешь за него, дергаешь, вот что происходит. Вот. Именно, ну, как бы и этот то же самое, но
они пропаяны. Вот в чем дело. Есть под подозрением, что вот сама как раз таки ролешка, вот я ее двигаю слегка. Уже фон есть такой, не фон, а шуршание, шелестение в колонках. То есть надо будет все-таки почистить вот это, то, что там не пропаяно. Может, оно и было нормально пропаяно, но со временем, ну, отошло. Плохо, некачественно было пропаяно. Вот, то есть, вот, я касаюсь, ну, такое ощущение, что в нем микрофон стоит просто вот на удар. То есть от вибрации он уже фонит. Ну, какой-то фон присутствует. Ну, это не важно. Но не в этом суть. Ладно, подаем звук. Индикатор работает только один. Провода все на месте, но его подтягиваешь вверх, вот, начинает он срабатывать. Тоже что-то с индикатором не то. Надо будет тоже разбираться, смотреть. Верха, низы, фонокорректор типа, что-то типа фонокорректора, то есть, ну, если судить по амфитону, что-то типа фонокорректора. Селектор входов, вот это вот, крутилка, это селектор входов. Это выходов. Ну, то есть он нам не нужен. Играет довольно неплохо. Баланс. В общем, играет довольно-таки неплохо. Да, выходная мощность у него будет серьезная. Скорее всего, даже как и заявлено. А заявлено там... Ох, сейчас немножко неудобно. Так, вот где-то его шильда. Вот она. Не знаю, перевернет камера или нет. 240 ватт. Вот. И опять отошел индикатор. Чуть вверх его поднимаешь. Именно ту часть, где бегунок этот электромагнитный. И... Во. Все, начинает работать. Это будет такая первая часть. Чуть позже сниму вторую, там уже покажу. А, ё-мо, не кричи. Потом уже покажу, что в итоге там. Ну, может, во второй части, скорее всего, буду уже паять, делать. Ну, менять конденсатор, электролиты, допустим, к примеру. Как все меняют на советских усилителях такого же возраста. Ну, тут я смысла не вижу, так как тут стоят оригинальные, японские. То есть не хочется мне их менять. Как бы лучше я уже не смогу поставить с теперешним качеством, допустим, если. Эти еще столько же прослужат. Ну, я, конечно, предварительно их проверю. Особенно по входам вот этим вот, где на вход. Чтобы они емкость свою хотя бы имели. Вот. Если нет, то будут меняться. Ну, там потом в процессе покажу. В общем, пока это первая часть будет.
знакомство с этим аппаратом, просто вот самому стало интересно. Вот. Что он из себя представляет. Ну и хотелось поделиться мыслями, своими рассуждениями. Ну, как бы сделано неплохо так. Трансформатор питания, экранированный, все как положено, так, ну, красиво все сделано, качественно. Он же также имеет на задней панели, отключу от греха подальше, на задней панели у него есть регулятор такой вот, то есть 220, сейчас стоит вольт, 120, 240, 110, 230 и 130 вольт. Ну, в общем, трансформатор сам имеет первичную обмотку, то есть состоящую из нескольких секций. Ну, это раньше было актуально, сейчас уже это не актуально. То есть напряжение по питанию тут, допустим, там плюс-минус, я не знаю, еще пока не замерял, не знаю, сколько там вольт, вообще ничего, я просто вот скрыл, показать вам. Самому мне стало интересно, что за такое, что он из себя представляет. Вот во второй части уже буду его более подробно изучать, замерять, что он вообще, и с чем его едят. Ну, как бы по звучанию первое такое впечатление, ну, неплохой. Недорогой, неплохой вариант. Ну, как бы у меня есть вот 2 амфитона, мне как бы все устраивает. Мне больше не нравится. Ну, как бы советская техника, я не любитель импортной вот этой вот все этой приблуды, пусть он даже и старенький, там все проверенный временем тоже все, ну, один внешний вид вот внутри меня уже смутил и разочаровал. Я думал, там сейчас будет столько электроники, там все, а тут в итоге, по сути, ничего и нету, пустое место. Вот. Так что на этом первая часть будет окончена. Там во второй части уже я буду паять и делать его дальше. Вместе с вами, конечно же. На этом все. Всем пока. Если было интересно, ставьте лайк, подписка.